Неожиданно так вы передо мной оказались. Знакомился с вашей школой, поэтому с вашей новой школой, поэтому и разговор наш хочу начать с поздравления с новосельем. Школа впечатляет. Вообще она современная, соответствует всем стандартам российским, а они очень высокие, эти стандарты, и улучшаются постоянно. Ну и для Кызылы, конечно, это очень серьезное учебное заведение. Так что вас с новосельем. Уверен, что вам здесь будет интересно, новых друзей приобретете. Ну и самое главное, новые знания на самом высоком уровне, потому что и преподавательский состав соответствует сегодняшним требованиям. Разумеется, поздравляю всех школьников, студентов, преподавателей, родителей России с началом нового учебного года. Это всегда большое событие, не только для учащихся и студентов, это всегда большое событие для всех членов семьи, для родителей, прежде всего, разумеется, для бабушек, дедушек, для тех, кто посвящает свою жизнь вопросам образования. Вы знаете, ведь это особая сфера деятельности – преподавать. И что такое преподавать? Воспитывать. Это значит посвящать значительную часть своей жизни другим людям. Это не просто профессия, это в известной степени судьба. Во всяком случае, для подавляющего большинства педагогов и преподавателей. И, конечно, слова благодарности за то, что учителя делают для нас, они всегда в нашем сердце, мы всегда эту благодарность несем с собой по всей жизни и вспоминаем наших преподавателей и в школе, и затем в средних и высших учебных заведениях. У вас все-таки особая школа, Героям Отечества посвящена. И хочу в этой связи отметить, что Тыва – это все-таки особый регион России. И особенность его заключается в том, что когда Тыва, а вы наверняка знаете об этом, была еще самостоятельным, независимым государством, дружественным по отношению к Советскому Союзу, она была первой из всех стран мира, которая стала союзником Советского Союза в борьбе с нацизмом, в борьбе с фашистской Германией. И только через несколько часов присоединения к Советскому Союзу в борьбе с фашистской Германией объявили другие страны, в том числе тогда это была и Великобритания. Вот и сегодня, надо сказать, что и сегодня те традиции, которые были заложены еще нашими предшественниками, нашими предками, дедушками, бабушками, они живы и укрепляются. Я имею в виду в том числе и то, что около 10 тысяч жителей Республики Тыва принимают самое активное участие в специальной военной операции. Они, рискуя собой, своими жизнями, своим здоровьем, защищают каждого из вас и всю страну в целом. И это блестящий пример и патриотизма, и наших вековых традиций по особому отношению к нашему Отечеству. Разумеется, мы сегодня особые слова должны сказать первоклашкам в связи с началом учебного года, потому что в их жизни, в их судьбе действительно наступают кардинальные изменения. Вот до этого времени весь мир крутился вокруг них, а теперь выясняется, что у них тоже возникают какие-то обязанности. Это первый шаг во взрослую жизнь. Появляются обязательства, ответственности. Это очень важно, какими будут эти первые шаги. И я очень рассчитываю на то, что ученики постарше, они, понимая это, поддержат малышей. И
для них это будет очень важно. Это фундамент, который закладывается на всю оставшуюся жизнь. Ваша поддержка им сегодня обернется тем, что они, понимая, насколько это важно, будут по жизни нести эту благодарность вам и будут также относиться к другим людям, когда от них потребуется помощь и плечо, которое они могут подставить другому человеку в тот момент, когда он будет в этом нуждаться. Это чрезвычайно важная вещь, которая укрепляет наше общество в целом. И, разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн, либо учиться в других коллективах. Безусловно, страна, наши вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась. Уверен, так и будет, здесь не может быть никаких сомнений. Вот это то, что мне хотелось бы сказать в начале. Я знаю, уверен, что у вас есть тоже какие-то вопросы, комментарии, а может быть пожелания. Давайте это обсудим. Даже мне бы хотелось, чтобы наша беседа была построена не как вопросов, не как день вопросов и ответов, а именно как беседа заинтересованных собеседников. Извините за тавтологию. Давайте начнем, пожалуйста. Да, прошу вас. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Дула Ждана. Позвольте приветственно вас приветствовать в нашей Республике Тыва. Я ученица лицея номер 15. Извините, не по плану пошло, да? Извините. Должны были сказать слово, но инициативу взяла в свои руки. Молодец. Я учусь в лицее номер 15 города Кызыла, учусь в 11 классе. Здесь занимаюсь большим теннисом, горными лыжами. Так как моя мама профессиональная балерина, гены не пошли стороной. Сейчас я активно занимаюсь народными танцами в театре танца и костюма «Эдегей». Я мечтаю закончить школу с золотой медалью, поступить на международные отношения в Москву. В этом году трижды побывала на выставке в форуме «Россия» на ВДНХ, где представляла нашу республику. Я была на таких мероприятиях, как День предпринимательства, Московская неделя моды и презентация Республики Тыва. Наша цель была призвать народ России посещать нашу республику. Отчасти наша задача была выполнена. Туристы приезжают, но их приезд не сопровождается комфортом. Они путешествуют по республике бескомфортно, как считаю я. Также жители Республики Тыва отдыхают по республике без комфорта в спартанских условиях. Владимир Владимирович, прошу вас поддержать проекты по туризму в нашей республике. Спасибо. Да. Вот, садитесь, пожалуйста. У нас сегодня после встречи с вами будет достаточно большое совещание, связанное с развитием Тувы как раз. И ведь я приехал к вам не только в связи с началом учебного года, но и в связи с тем, что в этом году мы отмечаем 80 лет вхождения Тувы в состав России. И, разумеется, нужно будет подвести определенные итоги с руководством республики и с коллегами из правительства Российской Федерации и наметить планы на будущее развитие. Туризм, безусловно, является одной из, если можно сказать, фишек Тувы. Почему? Потому что это наиболее интересная с точки зрения развития туризма отрасль, наиболее интересная с точки зрения развития экономики отрасль. Очень красиво, если сказать по-простому и не придумывать ничего. Я здесь много раз бывал, вы наверняка знаете об этом. И самобытная культура тувинцев, и ландшафты, горы, реки. Ну, знаете, в мире немного таких уголков, как Тува. Поэтому, безусловно, это перспективный вид деятельности. Конечно, так же, как и во всей стране, а в Туве, может быть, и в первую очередь, здесь нужно думать о том, о чем вы сейчас сказали, а именно об условиях
с которыми сталкиваются туристы, если приезжают в Туву. У нас очень большая программа по гостеприимству, так называемому, так, по развитию внутреннего туризма. Он развивается, внутренний туризм, сумасшедшими темпами. Просто в разы увеличивается объем туристов, которые отдыхают сейчас и знакомятся с Россией, в том числе и, уверенной, с Тувой. Поэтому мы сегодня обязательно об этом поговорим и наметим из общих программ, общероссийских программ, ту часть, которая будет посвящена Туве. Пожалуйста. Можно? Добрый день, Владимир Владимирович. Мы очень рады вас приветствовать здесь, хоть в этот пасмурный, но от этого не менее праздничный день. Мы с детьми с нетерпением вас ждали сегодня, чтобы поговорить о самом важном. Сегодня здесь перед вами сидят учащиеся из разных школ города Кызыла, лучшие в своих школах. Я Ульяна, советник директора по воспитанию Государственного лицея Республики Тува. Позвольте представить мою коллегу Любовь. Она учитель русского языка и наставник движения первых. Сегодня, с вашего позволения, мы будем вашими помощницами. Благодарю. Пожалуйста. Начнем тогда, ребят. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Пата. Я ученик 9 гимназии, и я председатель Совета первых города Кызыла. Я хочу затронуть тему с детскими лагерями Тувы. В этом году и в детстве я посещал наши детские лагеря, однако весной я посетил Всероссийский детский центр «Океан» по программе «Отличники первых». И там я познакомился с классными ребятами и вожатыми, и сам попробовал себя в роли вожатого. Огромное счастье подарил мне «Океан», но помимо этого я участник проекта «Университетские смены» и побывал в Сибирском федеральном университете в городе Красноярск. И данная смена дала мне возможность почувствовать себя на 10 дней студента в одних из самых лучших вузов нашей страны. Но в детских лагерях Тувы, в частности в лагере Байлак, меня сильно качает ее состояние. А ведь это самый большой лагерь Тувы с более чем 200 детьми за один сезон. Сколько там детей? 200 детей, более 200 детей. Хочу, чтобы меня правильно поняли. Лагерь и вожатые там самые классные, но условия пребывания и оставляют желать лучшего. И еще меня качает то, что наши детские лагеря работают только 3 летних сезона. Поэтому, Владимир Владимирович, я сейчас рассказываю вам о своей мечте. В Калининграде 2 года назад один из участников урока обращался к вам с просьбой создать круглогодичный лагерь «Шум». И, насколько я знаю, он уже открыт. И я мечтаю, чтобы и у нас открылся круглогодичный лагерь, чтобы дети со всей России могли к нам приехать и ознакомиться с нашими традициями и культурой. Это где находится? В каком местечке-то? В какой части Тувы находится этот лагерь? Лагерь Байлак, да. Она находится в Тандынском районе. Ну, что? Недалеко, около часа езды от Кызыла. От Кызыла, да? Ага. Там что? Там река, да? Что? Там озеро На Чагата, и вокруг него несколько лагерей есть. Ну, надо обязательно посмотрим. Конечно, зимой, наверное, там нужно такие капитальные вещи делать. У вас прохладно зимой, да? Да, очень холодно у нас. Да, очень холодно. Сколько? Минус 50, может. Минус 50, может быть. Вот. Но, тем не менее, обязательно посмотрим. Что касается вот этих мест, где отдыхают и проходят определенную... Садись, пожалуйста. Отдыхают и проходят определенную подготовку молодые люди, и школьники, и студенты. У нас таких точек в России достаточно много, и их количество увеличивается. И это очень правильно, мы будем дальше идти по этому пути. Поэтому обязательно, я вам обещаю просто сегодня, когда мы будем с коллегами обсуждать планы развития ТВ, на это тоже обратим внимание и дам поручение правительству Российской Федерации, администрации, чтобы вот в программах развития этого вида деятельности обязательно учли и ваши предложения. Спасибо. Есть. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Привет. Я Ремарчук Богдан. Мне 10 лет.
Я живу в городе Кызыле. Я занимаюсь Н- плаванием. Нравится тебе? Да, Да. А плаванием занимаешься сколько лет? 4 года. Ну, ничего себе, прилично. Ты просто какие-то особые виды водных видов спорта или чисто плавание? Чисто плавание. Да, и сколько ты проплываешь там? Э, 100 метров или какие у тебя дистанции? 50 метров, 48 секунд. Ага, молодец. Ну, я занимаюсь плаванием, футболом, боксом. Также я имею желтый пояс по карате. Ничего себе. Ты разносторонний спортсмен. А что же тебе больше всего нравится из этих видов спорта? Э, Плавание. Но плавание хорошо готовит ко всем остальным видам спорта, которые ты перечислил. Это точно. Я еще увлекаюсь мототехникой. Сам собираешь что-то? Да, мне папа помогает. Ага. А папа у тебя кто по специальности? Инженер. Ну да, сам Бог велел ему помогать тебе собирать. Моя мечта купить себе, накопить на мотоцикл самому. Мотоцикл опасный вид транспорта. Накопи на машину лучше. Так спокойнее, мой папа- спокойнее будет. И Да. папе, и маме. Мой папа в 14 лет накопил на машину сам. О, вот давай, вот, стремись к этому. Пример. Папа, он хороший. А зачем тебе мотоцикл? Нравится мне вид транспорта. А ты ездил такой. на нем? На нем ездил? Только на квадроцикле. И квадроцикл опасный. Не езди на квадроцикле. Не надо. Ну, переворачивается постоянно. Неустойчивый транспорт. Так где-то по пересеченной местности тихонечко можно, гонять не нужно на нем. На машину копи лучше, ладно? Хорошо. Мы Как ты будешь копить? Каким образом? сдавать металлолом. Да, хорошая, правильная мысль. Можно. Точно, постепенно. А потом папа поможет тебе немножко подбросить за хорошую учебу. Тебе из школьных предметов больше всего что нравится? Математика. Немножко перепутал. Но Да. на самом деле и то, и другое очень важно. И без знания родного языка, а это язык еще межнационального общения для нашей многонациональной страны, что очень важно, потому что он объединяет все народы России в единый общий такой организм, в общий единый народ. Это очень, очень важно. Поэтому знание русского языка – это одна из самых важных задач Мы для недавно с преподавателей папой в школе. ездили в Ирбан и поймали 6-килограммовую щуку. Я увлекаюсь рыбалкой. Ага. этим. А кто вытаскивал? Папа? Папа помог, а я поймал. То есть это ты забрасывал, да? Да. На блесну ловил? Да, на блесну на спиннинг. Ага. Блесна большая, маленькая, как его? Такая. Вот блесна На такая, рыбку. блесна такая, а щука вот такая. Да. Это хороший результат. КПД очень высокий. Да. Здорово. Ну, я хочу пожелать тебе самого... Ты в этой школе будешь учиться, да, или где? Можно задать вопрос? Можно. Я бы хотел задать вопрос, сколько часов вы спите и отдыхаете, чтобы быть в такой хорошей форме? Ну вот соврать неудобно, расскажу тебе как есть. Но пример нехороший. Ты пример с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал, допустим, 4 часа. Это маловато. Так обычно сплю 6 часов. А ты должен спать нормально, как минимум 8. У тебя очень много активности всякой, различных видов спорта, и поэтому нужно быть в форме. И мне нужно быть в форме. Это вот то, что я сегодня спал всего 4, а всего сплю 6. Это не потому, что я такой занятый человек, а потому что не могу должным образом организовать свой рабочий день. Каждый человек должен критично относиться ко всему, что он делает, к себе и делать выводы. Я постараюсь это сделать. И тебе советую. Ладно? Да. Договорились. Давай, успехов тебе. Да, пожалуйста.
у вас еще разница с Москвой. Все-таки 4 часа, да? Поэтому так вот сбой определенный происходит. Я буду работать над собой, исправляться. Вместе будем это делать, да? А ты сколько сейчас спишь часов? 8. Вот правильно, молодец. Вот так и делай. Добрый день, уважаемый Владимир Добрый. Владимирович. Я Новоселова Алиса, кадет 82-го взвода 11 класса Кызылского президентского кадетского училища. Я являюсь командиром взвода, также считаю себя ответственным и творческим человеком. Я профессионально занимаюсь танцами и играю в КВН. Сейчас же я стараюсь развиваться и в других направлениях творчества. Являясь кадетом, я прекрасно понимаю, насколько важна мотивация и поддержка, ведь жизнь кадета не так уж и легка. И в трудные минуты я вспоминаю слова Александра Васильевича Суворова «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». И эти слова дают мне мотивацию. Я бы хотела спросить, а какой девиз дает вам силы в трудные минуты? Ну, если вспоминать Суворова, да, вот есть такое конкретное выражение, но можно придать ему и более широкое значение. Пуля дура, штык молодец. Надо всегда, как вот как Богдан сказал, надо быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе, и успех будет обеспечен. Но то, как вот вы говорите, с какой уверенностью, с внутренней чувствуется внутренняя мотивация, сразу говорит о том, что вы командир, и у вас замечательное будущее. Спасибо большое. Вам успехов. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здрасте. Меня зовут Бабушкин Артем. Я ученик 9 класса школы номер 1 города Кызыла. Увлекаюсь я много чем, но в основном я активист в своей школе от движения первых. На данный момент я являюсь председателем первичного отделения и благодаря этому летал в Москву на Всероссийский форум президентов школ. Также я увлекаюсь историей. Любовь к этому мне привил мой дедушка Струков Виктор Петрович, бывший подводник Советской армии и ветеран МВД. В детстве я проводил с ним очень много времени, и он мне рассказывал, особенно про Великую Отечественную войну. В своем приветствии я, как заметил, вы уже упоминали о Великой Отечественной, как наш народ воевал и бился с нацистской Германией. И вот у меня нету к вам вопроса, у меня есть к вам предложение. Я бы хотел вам предложить сделать тур к 80-летию Великой Победы по тем местам ключевым, где происходили бои и сражения. К примеру, под Москвой, Ленинград, Ржев, Севастополь, Сталинград, нынешний Волгоград и Курская дуга. И в данном туре могут участвовать не только граждане Российской Федерации, но еще и граждане стран СНГ, с которыми мы вместе ковали Великую Победу. Хорошая идея, так же, как и создание постоянно действующих детских молодежных лагерей. Садитесь, пожалуйста. В этой связи можно вспомнить и слова Владимира Высоцкого, который говорил: в таких случаях, видимо, правильные книжки ты в детстве читал. Это просто очень хорошее предложение. У нас в целом такие программы есть. И совместно с Белоруссией мы делаем программы такие, и внутри страны. Но, безусловно, если вот вы на это обращаете внимание, то это направление должно быть продолжено. И вот сейчас вы вспомнили про дедушку. Это, вы знаете, нет ничего более значимого, ничего более эффективного в воспитании человека вообще, а молодого человека тем более, чем пример своей собственной семьи. Вот вы вспомнили про дедушку, он у вас и подводником был, да, и в Министерстве внутренних дел служил. И он вам, судя по всему, многое рассказывал. И это не прошло даром. Это у вас, значит, часть вашего сознания, часть менталитета. И, безусловно, мы и историю семьи должны знать, и историю страны. Мы должны гордиться своей историей, что мы и делаем. И все время подкреплять в своем собственном сознании вот значимость того, что сделал наш народ за 1000 лет
своего развития. Это очень важно для будущего. Вот особенно это касается тех людей, которых уже нет с нами, которые отстояли суверенитет и независимость в годы Великой Отечественной войны, которые борются с неонацизмом сегодня, с теми, кто всякие там госперевороты устраивает в других странах и пытается подавлять людей близкой нам культуры и носителей русского языка. Вот это очень важно для нас всех. Не для тех, которых уже нет, а для нас сегодня и для будущих поколений. И вот эти мероприятия, о которых вы сказали, безусловно, нужно развивать и дальше. И мы будем обязательно это делать. Я постараюсь сделать так, чтобы и вы, и ваши сверстники здесь, в Туве, обязательно принимали участие в мероприятиях подобного рода. Тоже своим коллегам из администрации президента скажу об этом. Надеюсь, что и вы, и многие здесь присутствующих попадут в эти программы. Так, пожалуйста. Возьми микрофончик, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Воробьев Артем, ученик 7-й школы. Я юнормеец и являюсь командиром взвода в своей школе. Я участник 2 зорниц 2.0 и участник регионального этапа по оказанию первой медицинской помощи. Мне это пригодилось, кстати, в жизни. Вот у нас была такая история. В конце мая этого года мы с другом шли в школу мимо вот нашего парка, если знаете, национального, вот, где вот эта вот протока. Нас окликнула женщина и сказала, что вот там девушка собирается зайти в воду с целью нанесения себе вреда. Вот, мы, не подумав, побежали туда, и сначала она держалась на весу, на плаву. Мы сначала попросили ее выйти из воды, но она нас не послушала. И нам пришлось залезть в воду и вытащить ее. Вот. Сам я хочу, окончив 9 классов, вот я сейчас в 9 классе, поступить в Новосибирское кадетское училище. А оттуда уже попасть в Новосибирское высшее военное командное училище и далее попробовать попасть уже в силы специальных операций. Вот. И у меня вот такой вот к вам вопрос, или даже больше предложение. У нас в республике нету полноценной базы для подготовки людей, которые хотят связать свою будущую профессию с военной стезей. Вот. И хотелось бы... Ну как, вот кадетское училище появилось. Ну, кадетское, туда же нужно поступать как бы. Ну, надо немножко поработать. Ну, да. Просто хотелось бы, знаете, допустим, за определенную плату или бесплатно, если это предоставляется государством, курс там недельный или 2-недельный месячный курс для подготовки к военной службе. Я понимаю. Да. Во-первых, хочу сказать, что это очень благородно, что вы думаете об этом. Это значит, что все-таки влияние вашей семьи, окружения, значит, атмосфера, которая создается в стране и в республике, она таково, что побуждает такого молодого человека, как вы, думать о своем будущем, причем о военном будущем. Тем более, что вы упомянули о силах специальных операций, но это тот случай, когда можно сказать о том, что это элитные подразделения. И вот сейчас я, как никто другой, знаю, как наши военнослужащие сил спецопераций выполняют боевые задачи. Ну, вы знаете, книжки можно написать об этом. Вот реально. И надеюсь, что они будут написаны. И вот что, видимо, нужно сделать? Ну, во-первых, у нас в школах с этого года пойдет предмет, да? Основы жизнедеятельности, защита Родины, где очень многие вещи будут
надеюсь, поставлены на такую системную основу. Но, тем не менее, если вы видите, что этого не хватает, надо, у нас вот юная армия создана, да, кадетские училища создаются. Что касается средних и высших учебных заведений, то Министерство обороны и другие силовые ведомства, они количество этих учебных заведений определяют, исходя из потребностей, чтобы не было перепроизводства, что называется, специалистов, но и чтобы не было дефицита. Но, тем не менее, вы сейчас сказали о подготовке к этому будущему военному. Видимо, здесь что-то все-таки до конца не срабатывает, не хватает чего-то. Спасибо за то, что вы обратили на это внимание. Обязательно поговорю с коллегами на этот счет. Разрешите добавить? Пожалуйста. Просто вот я сказал про базы подготовительные. Если как бы наша учетность говорит, что мы в этом не нуждаемся, то что насчет подготовки, вот как вы уже сказали, выше упомянули про юнармию, что если на основе там юнармии или без особых там вступлений, там присяги и так далее, сделать лагеря для более младшего нашего поколения, вот даже как Богдан. То есть, да, он же тоже как бы в юнармии состоит, но вот именно военно-спортивных тогда лагерей не хватает. Да, я понимаю. Значит, вопрос, это все есть, но прямо вы сейчас точно сказали, не хватает. Поэтому будем работать над тем, чтобы расширять эту практику. Спасибо большое. Да. А вас хочу поздравить с таким выбором. Это просто очень интересно. Ведь современные силы спецоперации это, кроме всего прочего, кроме мотивации внутренней, кроме мужества, героизма, готовности к самопожертвованию с целью защиты Родины, это еще высокотехнологичные подразделения. Они используют самые современные средства ведения вооруженной борьбы. И здесь нужна, конечно, хорошая подготовка. И интеллектуальная подготовка хорошая нужна, и физическая подготовка. Ну, такая, как у вас. Вам всего доброго. Спасибо за это предложение. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Жанна, мне 16 лет. Я ученица 11 класса школы номер 1 города Кызыла. Я занимаюсь баскетболом. В этот спорт меня привел мой старший брат, который был капитаном своей школы. Он брал меня на тренировки, и я вдохновилась этим спортом, что тоже начала заниматься. Сейчас я являюсь игроком сборной Республики Тыва по баскетболу, и мне не хватает больше времени, кроме того, как тренировок и школы, поэтому мне хотелось бы узнать, как бы вы провели свой день, если бы вы были обычным свободным человеком, то есть не президентом. Мне трудно так сейчас представить, как бы так, в сослагательном наклонении что-то изложить. Знаете, я могу что сказать? Вот, на мой взгляд, то, что я сейчас скажу, важно. Чем больше делаешь, тем больших результатов достигаешь, тем больше у тебя что-то получается. Конечно, нужно все делать с умом, там, считать свое время, организовывать свой рабочий день. Но чем больше задач ставишь перед собой, тем больших успехов добиваешься. Поэтому не надо этого бояться. Надо делать так, как вы сейчас делаете. Если времени не хватает на что-то, значит, все правильно. Вот так и дальше и продолжайте. Так, уверен, что вы будете совершенствовать свой график, будете определять приоритеты, но вот чем больше вы всего делаете, тем быстрее вы найдете самое важное, чем вы хотите заниматься в жизни. Спасибо. А вам успехов. Элиза. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Чамзарай Элиза, мне 17 лет. Учусь во второй школе города Кызыла в 11 классе. Занимаюсь спортом, бегом и танцами. Для нашего региона тема СВО является очень актуальной на данный момент. И для меня тоже эта тема является очень личной и важной, потому что в зоне действия специальной военной операции сейчас находится мой отец.
И у многих ребят, сидящих в классе, тоже находятся родственники. А моя близкая подруга живет в Белгородской области. И, конечно, важно для нас всех, чтобы наша страна одержала победу, чтобы наши родные вернулись живыми, целыми. И у нас в народе есть такое понятие, как хейат. Хейат переводится на русский как «сила духа». Чем выше оно, тем человек отважнее и мужественней. Наверное, поэтому, как вы сказали, очень много ребят, солдат уехали с нашего региона защищать нашу родину. И в интернете пишут очень много противоречивой информации, очень много пишут про переговоры. И мне, у вас, как у главного человека, хотелось бы спросить, как же там все-таки обстоят дела? И чем мы, школьники, можем помочь, кроме плетения маскировочных сетей и написания писем? Вы знаете, вот такой ваш настрой внутренний, это и есть самая главная помощь и поддержка. Потому что это основа, вот такое отношение к тому, что происходит, это основа единства российского общества. А это база для всех наших побед. Что касается, садись, пожалуйста, что касается того, что жители Республики Тыва принимают активное участие в специальной военной операции, это факт, я уже об этом сказал. Почти 10 тысяч человек сегодня участвуют в СВО, 4 героя Российской Федерации, и это действительно герои, это не какие-то звания, присвоенные за выслугу лет. Это за личный героизм в борьбе за Россию и за всех вас, как я уже говорил. Напомню, что это было связано, и начало специальной военной операции было связано с бесконечными провокациями, которые чинил наш противник, и после госпереворота на Украине, после которого начали подавлять все, что более или менее положительно относилось к нашей стране. Начали создавать на этой территории, на территории Украины, фактически базы, начали подавлять все, что связано с русским языком, с нашей культурой, с исторической памятью. Начали создавать из Украины анклав антироссийский, антироссию. И просто перешли к реальному строительству там иностранных военных баз и так далее. Начали подавлять, повторяю, людей, которые хотели нормальных отношений с нашей страной. Мы защищаем и тех людей, которые живут на Донбассе, и наше общее будущее. Будущее России. Потому что мы не можем позволить себе, чтобы у нас под боком создавали враждебные структуры, которые вынашивают агрессивные планы в отношении нашей страны и постоянно пытаются дестабилизировать Российскую Федерацию. Так что все ваши близкие люди, все родственники, все друзья, знакомые, старшие, отцы, братья и так далее, старшие братья, отцы, они выполняют важнейшую государственную миссию по защите Отечества. Так было всегда в Туве, еще со времен Великой Отечественной войны. Я уже сказал, что Тува была первым государством, которое стало союзником Советского Союза в борьбе с нацизмом. А сегодня мы все вместе боремся с неонацизмом. По поводу мирных переговоров. Я всегда говорил о том, что мы хотим все спорные вопросы решать мирными средствами. Мы же, вы молодые люди, еще совсем школьники, но тем не менее читаете, все знаете. Ведь все началось, горячая фаза началась с того, как наш противник выбросил все договоренности, связанные с возможностью мирного урегулирования на Донбассе. Ведь они объявили о том, что не будут исполнять так называемых Минских соглашений, когда мы договорились тогда о том, как дальше должны выстраивать отношения с Украиной и внутри Украины с теми людьми, которые не теряют связи с нашей страной, с Россией. Нет, они выбросили все эти договоренности и начали подготовку к военным операциям, которые и так уже неоднократно проводили на территории Донбасса.
Мы, по сути, что начали делать? Защищать людей, наших людей, которые живут на этой территории. Но, тем не менее, мы всегда выступали за мирное урегулирование. Но что сейчас там происходит? Ведь действующие власти, даже в силу внутреннего законодательства, легитимными не являются. Они должны были провести выборы президента, но отказались от выборов, сославшись на военное положение. И это не соответствует основному закону Конституции Украины. Но к чему это привело? Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение. А после отмены положения военного нужно сразу проводить президентские выборы. А действующие власти явно к этому не готовы. Шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий. Поэтому они учинили вот эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области, где живет ваша подруга. Я думаю, что связано прежде всего с этим. И расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен? Да, конечно. И прежде всего это касается наших людей. Люди проходят через тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главные задачи, которые противник ставил перед собой, остановить наше наступление на Донбассе, они не достигли. Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться там по 200, по 300 метров вперед. Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами. Поэтому уверен, что и эта провокация провалится. Ну и возникнет после этого, мне кажется, возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, именно в Курскую область, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом. Благодарю вас за ответ. Пожалуйста, дайте микрофончик молодому человеку. Пожалуйста. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Я Ойду Паюш, ученик Государственного лицея Республики Тыва. Я являюсь лидером Совета первого города Кызыла и также имею проект по литературе, который помог мне занять 3-е место на Республиканской научно-практической конференции. У меня к вам не вопрос, а предложение. Извините, а вопрос? У меня вопрос. А чем вы вот так, значит, поразили комиссию, которая определила вам 3-е место, весьма достойное, почетное место? Что было предметом обсуждения на этой конференции? Тема моей работы была цветопись в произведении русского писателя и тувинского. То есть основная цель — это сравнение, то есть посмотреть, как писатели разных народов передают свое отношение к истории. Интересно. Здорово. Вот, у меня просто предложение. Да, пожалуйста. Получается, в республике наблюдается острый дефицит узких специалистов, таких как логопеды и дефектологи. Для меня этот вопрос наиболее имеет... Он острый для меня, потому что у меня в семье есть такой ребенок, это моя младшая сестра. Получается, по состоянию здоровья ее не берут ни в обычную школу, ни в коррекционную, потому что для обычной она не имеет речи, а для коррекционной с умственным развитием все отлично. Так вот, хочу предложить направить в Туву специалистов, примерно как по программе там земский доктор, земский учитель. Вот. Ладно, хорошо. А сколько ей лет, сестричке вашей? В этом году будет 7. 7. Уже большая девочка. Значит, ну, во-первых, я посмотрю, что можно сделать конкретно для вашей
сестренки. И в целом эта работа очень важная, особенно вот в первые годы жизни, когда человек начинает говорить, это очень, очень важно, потому что из этого складывается потом будущее человека. Это точно. И хорошо, что вы обратили на это внимание. Я обязательно переговорю с профильным министром. Мы подумаем, что можно для этого сделать и каким образом. Значит, ведь это зависит еще от количества людей, количества детей, которые нуждаются в этой помощи. Поэтому здесь создавать какую-то службу отдельную, может быть, нецелесообразно. Может быть, целесообразно делать какие-то межрегиональные структуры. Мы обязательно подумаем на этот счет, ладно? Я с Кравцовым переговорю обязательно. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Ондардан Хая, лицей номер 15, 11 А класса. И уже долгое время мне нравится история и английский язык. И я занимаю места по олимпиадам и конкурсам по этим предметам. И хотя даже я получала плохие оценки по английскому в начальных классах, я все-таки смогла найти к нему подход, и в конце концов я ежедневно его практикую. И сейчас, наблюдая за политикой Китая и его отношением с Россией, мне интересно, получит ли китайский язык такое же распространение и популярность, как английский? Так как Россия уже долгое время практиковала лишь изучение европейских языков, и китайский, такой совершенно иной по структуре, мог бы стать началом нового для россиян. Вы знаете, все достаточно просто. Интерес к языку, его распространение в мире зависит от роли страны, которую она в мире играет. Причем по самым разным направлениям. Это касается, разумеется, и истории, и культуры, но в основе интереса к языку лежит прежде всего экономика. Как это, может быть, не покажется странным на первый взгляд. Отсюда наука, образование. Это все вещи, которые очень взаимосвязаны сильно. И вот смотрите, сейчас у нас растет интерес к китайскому языку. Почему? Да потому что контактов много. Бизнес развивается соответствующим образом. Очень много партнеров появляется между Россией и Китаем. Они появляются естественным образом. У нас свыше 200 миллиардов долларов оборот с Китаем, уже 230 там, по разным подсчетам. И объем увеличивается. А что это значит? Это не просто значит, что товары перевозятся из одного места в другое, из одной страны в другую. Или не просто там наши коллективы создаются научные, совместные и так далее. Это значит, что когда люди общаются между собой в решении конкретных задач, которые жизнь перед ними ставит, значит, возникает потребность изучения языка друг друга. И в Китае, кстати говоря, тоже растет интерес к русскому языку, а у нас к китайскому. Члены моей семьи говорят уже маленькие на китайском языке. Говорят свободно. Вот. Но это не значит совсем, что мы должны забыть там свой интерес к английскому языку. Английский язык – это великий язык, он очень много дал человечеству с точки зрения объединения знаний, объединения людей в области культуры и так далее. Мы ничего не отказываемся, у нас нет враждебных языков, у нас даже нет враждебных стран. У нас есть враждебные элиты в некоторых странах, которые борются с Россией веками. Веками, не только сейчас, с целью ослабить страну, потому что они считают слишком большая. Им угрожает такая большая страна, как Россия. Они стараются наше развитие затормозить, притопить немножко, а может быть и немножко. Некоторые публично, вы понимаете, я же ничего не придумаю, это в книжках написано у них, в статьях думают о том, чтобы разделить Россию на отдельные части. Но с Китаем у нас нет таких отношений. Значит, и Китайская Народная Республика, и Российская Федерация являются союзниками во всех смыслах этого слова. И прежде всего, конечно, объединяем усилия в области экономики, культуры, гуманитарных связей. И язык востребован. И по мере роста, экономика Китая растет, напомню вам, что сегодня по паритету покупательной способности, значит, по объему
экономики. Экономика Китая является экономикой номер 1 в мире. На втором месте Индия. Так, значит, Россия вышла на 4-е место. И это значит, что по мере дальнейшего роста, и самое главное, темпы роста экономики Китая, они выше, чем темпы роста других экономик мира. То есть этот разрыв между китайской экономикой и другими, в том числе с экономикой США, он будет нарастать. Во всяком случае, в ближайшем будущем, в ближайшей исторической перспективе это очевидная вещь. Да, там еще на душу населения считается, что хороший, правильный показатель тоже. И в этом смысле те же Соединенные Штаты, они далеко впереди. Ну, в Китае 1,5 миллиарда человек, а в США там 300 с небольшим. Потому что на душу населения в США больше. Но объем экономики в Китае уже значительно выше. И постоянно разрыв увеличивается. Поэтому и значение языка китайского, безусловно, будет увеличиваться. Просто это, как говорят у нас сегодня, это медицинский факт. От этого никуда не деться. Но, думая об этом, мы должны не забывать и о роли, значении русского языка, прежде всего, как языка, объединяющего все народы Российской Федерации, а во-вторых, и как языка, который помогает нам в общении с другими странами. Он является языком международного общения. Это официальный язык организации, один из официальных языков Организации Объединенных Наций. На нем в мире разговаривает более 300 миллионов человек. И мы должны делать все для того, чтобы поддерживать его уровень и статус. И внутри страны, и с нашими ближайшими друзьями, соседями, с нашими союзниками, прежде всего, конечно, на пространствах бывшего Советского Союза, но и с нашими основными партнерами и союзниками, в том числе и с такой огромной страной и перспективной в своем развитии, как Китайская Народная Республика. Но это не значит совсем, я хочу еще раз к этому вернуться, что вы должны забросить английский. Да нет, конечно. Не сегодня, даже с точки зрения той же экономики, экономика западных стран, она высокотехнологичная, она современная, и нам еще, безусловно, есть чему там поучиться. Контакты не пропадают на самом деле. Эти правящие там элиты стараются изолировать Россию. Ясно, что ничего не получается, уже всем это понятно. И в этих странах очень много людей, очень много, которые поддерживают Россию, поддерживают наше стремление укрепить традиционные ценности, тоже борются в своих странах за эти традиционные ценности, за семью, за взаимоотношения между нашими традициями, здоровые взаимоотношения между нашими традициями у нас и у них. И нам это все нужно, это все востребовано. Не бросайте английский, занимайтесь английским. Но если увидите потребности в изучении других языков народов мира, так и делайте, не останавливайтесь на этом. Хорошо, спасибо за ответ. Да, пожалуйста. Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Шивак Тагир, я ученик 10 класса 7 школы. Завтра будет уже 16. Я заместитель председателя Совета первых города Кызыла. Я спортсмен и активный участник движения первых. Из спорта мне больше всего нравится дзюдо и самбо. 2 года назад... У нас есть что-то общее. Да. 2 года назад мне отец сказал: сынок, вставай, пошли на дзюдо. Я согласился, пошел вместе с ним. И когда я зашел в зал, я увидел ребят в белоснежных доспехах, то есть кимоно, так и называем. И я про себя проговорил: я буду точно таким же. И через 2 года, благодаря усилиям тренеров, моих друзей, я наконец-то начал занимать первые места в городских и республиканских турнирах. И как дзюдоист, я отлично знаю, что вы тоже являетесь дзюдоистом и самбистом. Даже есть звание мастера спорта. И также я мечтаю стать пилотом,
после 11 класса поступить на Санкт-Петербургское училище гражданского пилотирования. Гражданская авиация, да. Да, находится на Литейном проспекте в Петербурге. И Хорошее такое, солидное учреждение. солидно. И из спорта я себе взял правило в жизнь: держать оборону и нападать первым. Ну, почти такой же, как у вас. Если битва неизбежна, бей первым. И у меня вопрос к вам. Какое правило из спорта вы себе взяли в жизнь? Какое правило используете в своей жизни? Вот вы сейчас вспомнили про наши с вами любимые виды спорта. А я действительно начинал с борьбы самбо, выполнил норматив мастера спорта Советского Союза. Потом перешел наша вся группа, вся секция перешла в дзюдо. И выполнил там норматив мастера спорта СССР по дзюдо. Там дзюдо и самбо очень хорошие виды спорта, они близкие, ну, разница есть в правилах, а значит и в движениях, в бросках, в болевых приемах. Но есть очень хорошее правило в дзюдо, значит, гибкость такая. Гибкость во всем. Вот это очень хорошее правило, и применимое и для жизни в целом. Где-то хорошо, как я сказал, пуля дура, штык молодец. Нужно быть готовым к штыковой атаке и не бояться этого, и самим идти вперед. Но часто вот очень важно проявлять гибкость для того, чтобы победить. Какое правило вы используете? Повторюсь. Вот я его назвал. Гибкость. Да? Очень важно уметь проявить гибкость, но для достижения конечной цели победить. Спасибо большое. Вам успехов и в самбо. А самбо тоже занимаетесь еще, да? Да. Ну, отлично. Да, разницу понимаете, там, чувствуете уже. Разница есть. Да, да. Но это очень хорошие виды спорта, особенно для юношей, для мальчиков, для мужчин, потому что игровые виды спорта тоже очень хороши. Они приятно и интересно наблюдать, и баскетбол, и футбол, там, ну, все игровые виды спорта командные. Но здесь нет, ну, команда есть в целом, ответственность за команду есть. Но когда выходишь на ковер, на татами, только ты и противник. И зависит все от тебя лично. И это очень важно для воспитания мужского характера. Спасибо большое. Владимир Владимирович, мы понимаем, что вы очень сильно заняты, но есть у ребят возможность еще задать пару-тройку вопросов. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Томурол Аюна. Я учусь в 11-й школе города Кызыла в 11-м погранично-кадетском классе. С детства я увлекаюсь пением, танцами, рисованием. Видите, вы говорите, не хватает учреждений, в которых занимаются патриотической подготовкой и подготовкой к будущей военной службе. Еще пограничные есть, оказывается. Я даже не знал. Так, пожалуйста. Только в 11-й школе. Ну, хорошо, ладно. Я понял, что недостаточно. Я уже понял. Прошу. С детства я люблю заниматься спортом, занималась еще и боксом, участвовала во многих спортивных соревнованиях, мероприятиях, таких как... Извините, что я вас все время перебиваю, но вот сейчас боксом занимались. Смотрели Олимпийские игры, да? Где человек, который объявил себя женщиной, нокаутировал настоящую женщину и сломал ей нос. Как вы к этому относитесь? Я думаю, что это не очень справедливо по отношению к другим девушкам, которые очень долго готовились к этим соревнованиям. Да, вот я сейчас только что говорил о том, что нужно уметь проявлять гибкость, чтобы победить. Но вы сейчас совсем уж гибко, не очень справедливо. Это вообще несправедливо. Это чушь, да, это несправедливо, бред. Да. Понимаете, там другой как-то итальянец, вот такой с бородищей, сказал, что объявляет себя женщиной, чтобы набить морду тому человеку, который сломал нос итальянки. Вот. Они убивают напрочь женский спорт. Просто убивают женский спорт. Ведь любой мужчина может объявить себя женщиной, просто объявить и выступить в любом виде спорта
не дав никаких шансов для женщин занимать призовые, тем более первые места. Да, но это так. Да, я с вами полностью Да, согласна. Отвлечение. Переведи, пожалуйста. Я участвовала в таких спортивных соревнованиях, как Зорница 2.0, Тропа разведчика, еще в военизированной эстафете пограничного управления Республики Тыва. Сейчас, на данный момент, мои ровесники и молодежь вместо здорового образа жизни, например, выбирают вейпы. И меня это очень расстраивает. Это электронные сигареты? Электронные сигареты, да. Меня это очень расстраивает, и у меня есть такая инициатива поднять налоги на вейпы и на деньги этих налогов построить спортивные зоны для нас всех. Да. Садитесь, пожалуйста. То, что вы переживаете за то, что молодые люди употребляют эти вейпы, да, электронные сигареты, это, конечно, это очень правильно. Есть за что переживать, я сейчас скажу об этом. Что касается спорта, то, безусловно, для того, чтобы человек добивался результатов в жизни в целом, безусловно, нужно регулярно заниматься физической культурой и спортом. Современные исследования показывают, что это отражается и на когнитивных способностях занятия спортом. Что человек вряд ли может быть полноценным, эффективным, вряд ли сможет добиваться серьезных результатов, если он вообще не занимается физической активностью. Это организм такое единое целое, и это связано с деятельностью мозга, в том числе физическая нагрузка. Поэтому это нужно делать обязательно. У нас за последнее время, за последние 3 года, примерно на 16% увеличилось количество людей, которые занимаются спортом, с 40 до 56%. Но этого недостаточно. Нам нужно, чтобы к 30 году как минимум 70% граждан России занимались регулярно спортом. И мы стараемся стимулировать наших людей к регулярным занятиям. Ну, там есть даже, сейчас мы вводим правила, согласно которому, если человек выполняет нормы ГТО, он приобретает и проходит вовремя диспансеризацию, он получает определенные налоговые преимущества. Мы строим постоянно по всей стране новые спортивные сооружения. В год, по-моему, 350 спортивных сооружений только из федерального бюджета финансируется для их строительства. Это, в принципе, хорошие программы. Но, конечно, нужны внутренние мотивации для физической активности. И нужно понимание, к чему приводят вредные привычки. Многие, особенно молодые люди, не задумываются об этом. Кажется, что это модно, что это круто, курить электронные сигареты. Но никто не думает о том, что возникают проблемы, во-первых, с памятью, проблемы с общим физическим состоянием, проблемы с иммунитетом, потому что с этими электронными сигаретами в легкие, оказывается, как ни странно, вроде они электронные, тем не менее, проникают различные болезнетворные микроорганизмы, и это понижает иммунитет. А для молодых людей, что особенно важно, репродуктивная функция снижается. И для мужчин, и для женщин. То есть возможность иметь детей в будущем снижается. Вот это все очень серьезные вещи. Но когда это кажется, что это модно и круто, люди об этом не задумываются. А нужно знать об этом и думать об этом. Нужно ли увеличивать налоги? Но мы увеличивали налоги уже, по-моему, вот года 2 или 3 подряд. Вы знаете, всегда есть ограничения определенные, связанные с повышением налогов и с запретами. У нас в Советском Союзе посмеивались, была такая формула: хватать и не пущать, запрещать, подавлять. Ну, где-то нужно и запрещать, но всегда есть грань, переходя которую эти запреты уже не действуют.
Ну, будут появляться, и сейчас уже в большом количестве это появляются, эти самые сигареты, так, электронные, которые поступают на рынок в черную или в серую, без всяких налогов. Производятся не в рамках действующего закона. У нас, к сожалению, и в нашей стране был такой опыт, когда боролись с алкоголем. Вырубили все виноградники, все привело к повышению самогоноварения и к тому, что люди начали пить всякие денатураты и всякие смеси, примеси, там, и количество смертей резко увеличилось. Это комплексная должна быть работа. И прежде всего, основная часть этой работы – это разъяснение реальной ситуации. К чему это приводит? Нужно, чтобы здоровый образ жизни, занятия регулярные, занятия спортом, вот они, чтобы стали модными, чтобы это было круто. Вот сейчас вот молодой человек, который перед вами сидит, он сказал, что он занимается борьбой самбо, борьбой дзюдо, и начал занимать первые места. Вот что круто. Это требует собранности, силы воли, это требует собственной организации и работы над собой. И вот результат – занять в честном соревновании достойное место. Если достал эту электронную сигарету, это ничего не стоит. В чем героизм? Ни в чем. Ни в чем. Просто покрасоваться. Вот я такой крутой. Ты крутой, когда пошел на татами или на ковер, или на баскетбольную площадку и выиграл. Вот ты крутой. А так достал, подымил и чего? 0. Все только в минус пошло. Вот все мы вместе, и в том числе, кстати говоря, и вот на этих мероприятиях молодежных, в молодежных лагерях, в движении первых, в юнармии и так далее, в школах, нужно просто разъяснять, показывать, но делать это красиво, грамотно, доходчиво и убедительно. И тогда успех будет обеспечен. Спасибо. Вам спасибо за вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Антонов Лев. Я ученик лицея номер 15, 11 класса. Мне 17 лет. Я занимаюсь спортом, хожу на олимпиады, научно-практические конференции и военизированные эстафеты. Я являюсь президентом своей школы, и в своей предвыборной кампании я обещал много своим участникам, и за прошедший год не успел выполнить пункт. Я хотел провести межшкольные спортивные соревнования. Благодаря этой встрече, я надеюсь, директора и президенты других школ меня поддержат, и мы наконец-то их проведем. И так вопрос, Владимир Владимирович. Я хочу спросить, как президент к президенту, в вашей предвыборной кампании, как вы думаете, есть ли что-то, что вы не успели выполнить? И если такое имеется, как вы собираетесь это исправить? Всегда есть что-то, к чему нужно стремиться, и всегда человек должен чувствовать, что он чего-то не сделал или мог сделать лучше. Если этого чувства нет, то нужно прекращать эту работу. Вот. Понимаете, не может быть ситуации, которая является идеальной. Ну, не может быть такой ситуации, когда, как в известном произведении, «Остановись мгновение, ты прекрасна». Мгновения могут быть прекрасными, но может быть еще лучше. Если есть внутренняя потребность к достижению большего, лучшего результата, то тогда, значит, есть шанс это сделать и добиться. Поэтому, но, конечно, когда вы как человек ответственный, и, дающий какие-то обещания, прежде чем их дать, должны подумать, это выполнимо или нет. Я надеюсь, так и у вас будет. Вот мы сейчас говорили об этих вейпах, да, или как их там называют. Вы понимаете, вот, а вы сейчас говорите о соревнованиях. Это связанные вещи между собой. Вот нужно обязательно, чтобы это было круто. Выиграть эти соревнования.
чтобы люди могли этим гордиться, чтобы, вот люди, чтобы молодые люди, которые добиваются этого результата, чтобы они были вот героями, так? А не те, которые там что-то затягиваются этими сигаретами, а потом они не помнят, что было вчера, как папу зовут, не помнят, и детей не могут родить, понимаете? У них для этого ничего нет. Все пропало, то, что могло бы быть. Вот, а спорт как раз наоборот. Дает возможности к развитию, создает базовые условия для движения по другим направлениям. И, конечно, если вы пообещали, что вы организуете такие соревнования, надо это сделать. Спасибо за ответ. Пожалуйста, вот рядышком девушки, дайте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Попкова Арина, мне 14 лет, и я ученица 9 Б-класса лицея 15. В самых младших классах я участвую в разных конференциях, олимпиадах, конкурсах. Также я очень хорошо учусь в школе. В свободное время я занимаюсь йогой. Также я очень люблю путешествовать по России со своей семьей. Я была в разных городах. Я была в Сочи, я была в Москве, Иркутск, Новосибирск, Абакан. Где больше всего понравилось? Мне в Сочи больше всего понравилось. Тепло, красиво. Да. Также у меня недавно вернулся папа с СВО. А правильно, как у них у военных, в год 2 раза отпуск. Каждый раз, когда он приезжает, мы ездим куда-нибудь путешествовать. Вот недавно мы ездили в Красноярск на машине. Это заняло около 10 часов. Обычно мы путешествуем на самолете, но билеты на самолет с каждым годом становятся все дороже именно из нашей республики. А железной дороги у нас нет. Владимир Владимирович, у меня есть к вам вопрос. Будет ли продолжение строительства железной дороги из других регионов страны в нашу республику? У нас большие планы в развитии железных дорог и прежде всего так называемого восточного полигона. То есть это все, что связано с развитием вообще транспорта и в том числе железных дорог в направлении азиатских рынков, потому что, как я уже говорил, отвечая на предыдущие вопросы, уровень, объем товарооборота у нас растет и не хватает провозных мощностей. Поэтому мы точно совершенно будем это делать. И, конечно, я знаю, здесь определенные планы были по так называемой ветке Кызыл-Кураки, она, к сожалению, там не развивается должным образом, в том числе и потому, что изначально те, кто планировал, хотели превратить это чисто в коммерческий проект без захода этой линии в населенные пункты. Но руководство республики все-таки настаивает на том, чтобы и этот проект был реализован именно и прежде всего в интересах людей, которые проживают в республике в различных населенных пунктах. Так что планы такие есть, и, надеюсь, это все будет реализовываться. Что касается авиационного сообщения, то и здесь у нас постоянно развиваются процессы, связанные с субсидированием перевозок, особенно из регионов Сибири, Дальнего Востока в европейскую часть. Я сейчас не буду все перечислять, но это касается различных категорий наших граждан по возрастам, это касается определенных периодов, определенных месяцев в году. Мы эту программу будем расширять и дальше. И будем иметь в виду, конечно, и ТУ. То, что вы с папой ездите по стране, это очень здорово. Он сейчас здесь, уехал? Нет, он еще здесь. Еще здесь. Привет ему передавайте. Хорошо. Как у него настроение? Все хорошо у него. Все хорошо. Человек приехал из зоны боевых действий, да? У него все хорошо. Да. Значит, и у нас у всех будет все хорошо. Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Алексеев Георгий, кадет МЧС-класса, школа номер 1 города Кызыла. Я занимаюсь армейским рукопашным боем уже на протяжении 8 лет. Недавно выполнил норматив на первый взрослый разряд. И мое увлечение в спорте когда-то в 7 классе, это заметил мой педагог-наставник Попугалов Денис Сергеевич, который как раз-таки является директором данной школы.
Он мне помог развить мои способности в плане военной подготовки. Почему именно военной подготовки? Потому что он начал брать меня на соревнования именно военизированных, спартакиад, и ставил меня даже в командование некоторых отрядов. Раньше я не задумывался о том, какая у меня будет профессия, но после того, когда Денис Сергеевич начал меня приглашать на различные соревнования, я задумался уже о своей профессии, и теперь по завершению 11 класса я хочу поступить в Новосибирский военный институт имени Яковлева. По рассказам своих друзей, которые там уже служат, учатся, они говорят, что каждый год туда приезжают элитные спецподразделения и проводят отборы. И я загорелся этим желанием, и я хочу попасть в спецподразделение «Альфа». И у меня к вам такой вопрос. Что поспособствовало выбору вашей профессии? А что вашей? Вы знаете, это сложный вопрос на самом деле. Он связан с той средой, в которой мы живем, связан со школой, связан с теми людьми, которые нас окружают, связан с литературой, с книгами, которые мы читаем, с фильмами, которые мы смотрим, связано с общими настроениями в обществе. И я рос вот в простой семье, но вот все-таки в среде, которая была настроена очень патриотично. Отец у меня воевал во время Великой Отечественной войны. Мама была с ребенком в блокадном Ленинграде. Все родственники так или иначе были причастны к событиям Великой Отечественной войны. Это были, знаете, такие простые, но очень цельные люди. Именно цельные. И все это вместе, и школа, и вот литература, семья, все это влияет на формирование нашего мировоззрения. Все это влияло и, судя по всему, и на меня. И я в конечном итоге тоже загорелся этим, хотел быть военным человеком. Ну, я изначально хотел работать во внешней разведке Советского Союза. И так и получилось, я не знаю, случайно, как у нас говорят, Господь управил, либо так. Вот так сложилась судьба. Вот, судя по всему, у вас ведь то же самое. Вы сейчас рассказывали про своего преподавателя, да, который обратил на вас внимание, обратил внимание на ваши лидерские качества и способности. Не случайно, я уверен, не случайно он сделал вам предложение быть руководителем определенных коллективов и так далее. Все это вас сформировало. Все то же самое формировало меня. Все то же самое формирует каждого из здесь сидящих, да и вообще каждого человека. И вот когда мы говорим об укреплении наших традиционных ценностей, это имеет большое значение для будущего нашего государства, потому что это формирует таких людей, которым и вы вот становитесь. И я хочу поздравить вас с этим выбором. Если у вас такой серьезный выбор, то это говорит о том, что все предыдущая ваша жизнь, она была правильной с точки зрения формирования вашего характера и отношения к жизни, к своей семье и к своей стране. Но служба в таком подразделении, как силы спецоперации, это Альфа, это одна из частей сил спецопераций. Это, конечно, особая служба, особая. И это, безусловно, связано не просто с любовью к родине, к отечеству, к своей семье. Это связано, конечно, с готовностью бороться за то, чему вы посвящаете свою жизнь до конца. Спасибо большое. Надо быть внутренне к этому готовым. Хотел бы еще поблагодарить своего преподавателя, то, что он меня направил на нужный мой выбор.
Успехов вам. Хочу пожелать успехов. Спасибо большое. Да. Ну, нам точно уже надо потихонечку заканчивать. У нас там еще... Владимир Давайте, Владимирович. пожалуйста, давайте сейчас мы пару-тройку вопросов. Девушка вот поднимала руку. Да. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Дорзиева Вероника. Я ученица 11 класса 15 школы. С детства я всегда увлекалась техникой. И в итоге чего? Я разработала свой личный сайт, и в 10 классе я заняла много мест и номинаций в научных конференциях. И когда нам прислали ссылку на такое приложение, как Сферум, которое предназначено для школьного общения между учениками и учителями, я сразу же заинтересовалась функциями и возможностями этой платформы. И так как я, будучи разработчик, я понимаю, что этот сервис можно улучшить. И так как Россия – это страна возможностей, хотелось бы знать об этих возможностях с помощью приложения Сферум, чтобы с помощью него можно было отслеживать все олимпиады и мероприятия, которые происходят сейчас в нашем регионе или стране, для того, чтобы можно было выбрать что-либо по своим интересам и зарегистрироваться, подать заявку и участвовать в этих мероприятиях, испытывая себя. Ну, садитесь, пожалуйста. Вот эта платформа «Сфера», если мне память не изменяет, была создана нами в 2021 году, в конце 2021 года. И сегодня ею пользуются уже почти 25 миллионов человек. Это и учащиеся, студенты, это преподаватели. Она и создавалась для решения тех вопросов, о которых вы сейчас сказали. Вообще IT-сфера – это одно из важнейших направлений, которым занимается государство. Потому что от того, насколько эффективно мы будем работать в этой сфере, без всякого сомнения зависит будущее нашей страны. Надо сказать, что мы достаточно неплохо здесь работаем, и, скажем, применение IT-технологий в сфере государственного управления у нас является одним из наиболее ярких направлений даже по сравнению с нашими конкурентами. Но нам нужно, безусловно, сделать так, чтобы практически 100% госуслуг в ближайшие годы предоставлялось в электронном виде. Вообще, те, кто работает в IT-технологиях, они знают, что в этой области государство предоставляет целый набор льгот для того, чтобы эта деятельность развивалась наиболее быстрыми темпами. Вот налог на прибыль, допустим, у нас был нулевой до сих пор, до конца вот этого года он нулевой. Потом с 2025 года поднимается немножко, но это всего 5%. Это для этого вида деятельности очень льготные условия работы. Для тех, кто работает в этой области, они пользуются льготным ипотечным кредитом не менее 6%. И так далее, и так далее. Там очень большой набор поддержки всей этой отрасли. Но, конечно, нужно сделать так, чтобы было какое-то одно окно. Если его нет, то я, конечно, с коллегами переговорю, в том числе с коллегами в правительстве, в Министерстве цифрового развития, с Максутом Игоревичем обязательно переговорю. Нужно тогда сконцентрировать свои усилия на том, чтобы пользователи этой платформы имели возможность получать всю необходимую для них информацию, в том числе информацию, связанную с тем, что происходит в этой области, чтобы ориентироваться и принять участие в тех мероприятиях, о которых вы сейчас сказали. Обязательно это сделаем. Да, спасибо. Вам спасибо.
Мне кажется, нам точно надо уже... Владимир Владимирович, Да. ребята очень просили фото с вами. Давайте. Разрешите? Да, с удовольствием. Давайте это сделаем. Вам, ребята, спасибо большое за разговор. Первое. Второе, я так понял, что здесь вы представляете разные коллективы со всей республики, поэтому у меня к вам огромная просьба. Самые наилучшие пожелания и успехов, пожелания успехов передайте всем вашим друзьям, всем соученикам. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляю вас с началом учебного года.